Это был обычный день. Автобус ехал по трассе, вез школьников на Олимпиаду. Водитель зевнул, кто-то из детей смеялся, кто-то смотрел в окно. Илья сидел у второго окна справа и держал в руках свой рюкзак. В нем была старая флешка с его проектом. Ему хотелось победить, доказать, что он может. Он не знал, что через несколько минут его мир изменится навсегда. На 112-м километре трассы автобус выехал на встречную. Лобовое столкновение с грузовиком. Металл, взрыв, крики. Затем тишина. Мертвая, глухая тишина. Когда спасатели прибыли на место, они не нашли ни одного признака жизни. Почти. Под завалом, среди обломков, они услышали едва различимое дыхание. Там, где никто не должен был выжить, кто-то дышал. Это был он, Илья. Ему было 14. Он получил тяжелейшие травмы. Сломаны были ребра, таз, поврежден позвоночник, разрыв легкого. Врачи не верили, что он вообще доживет до утра. Но он жил. Первые сутки. Потом еще. Его ввели в искусственную кому. Мать не отходила от кровати. Плакала беззвучно. Говорила с ним каждый день, даже когда он не слышал. Через 2 недели он открыл глаза. Сказал еле слышно: «Я один остался». И в тот момент все стало другим. Он узнал, что погибли все 17 человек, включая его лучшего друга. Сначала он просто молчал. Не ел, не спал, плакал по ночам. Мать слышала, как он шептал: «Почему не я? Почему я?» Он выжил там, где никто не выжил. Он не чувствовал себя героем. Он чувствовал вину. Выход был долгим. Реабилитация – болью. Учиться ходить заново. Учиться дышать без аппаратов. С каждым шагом – воспоминания, страх, чувство несправедливости. Но однажды к нему пришел волонтер. Мужчина, который тоже когда-то пережил катастрофу. Он сказал: «Тебе дана вторая жизнь. Не чтобы забыть, а чтобы помнить и быть за них». Эти слова стали для Ильи отправной точкой. В 16 лет он начал писать. Сначала в тетради, потом в блоге. Статьи, заметки, воспоминания. Он делился своей болью. Люди читали, откликались. Кто-то писал: «Ты помог мне справиться с утратой». Кто-то: «Я перестал жаловаться на мелочи». В 17 он создал проект «Голос выжившего». Интервью с людьми, пережившими катастрофы, аварии, болезни. Он хотел дать голос тем, кто обычно молчит. В 18 он выступил на форуме. На сцене стоял парень с легкой хромотой и тяжелым взглядом. Он начал с фразы: «Я должен был умереть. Но теперь я живу за всех, кто не смог». Люди в зале плакали, а он продолжал говорить. Не ради жалости, ради смысла. Сегодня ему 22. Он психолог. Работает с подростками, пережившими травмы. Он не просто специалист. Он доказательство, что можно пройти через ад и не сломаться. Он часто говорит своим пациентам: «Ты выжил. Значит, у тебя есть цель». И каждый раз, когда он видит, как кто-то впервые улыбается после долгой тьмы, он вспоминает тех, кого потерял. Не с болью, а с благодарностью. Илья не любит слово «чудо». Он говорит: «Я не чудо, я выбор. Я выбрал жить. Не прятаться, не винить себя, а идти вперед». Он все еще чувствует вину. Это не проходит. Но теперь она не убивает его, она направляет. Он помогает другим жить. Тем, кто когда-то был на грани. И в этом его сила. Однажды его спросили: «Что бы ты сказал тем, кто не верит, что можно восстановиться после трагедии?» Он ответил: «Сначала не веришь, потом не хочешь, потом начинаешь, а потом вдруг обнаруживаешь, что жив. И ты уже не прежний, но ты настоящий». Илья выжил там, где не выжил никто. И стал тем, кто подает руку тем, кто еще лежит под завалами своей боли. Он не спас всех, но он спас себя. А значит, он может спасти еще кого-то. И может быть, именно ты сейчас тот, кто
кто услышал его историю не просто так. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!